Всем привет! Сегодня готовлю потрясающе вкусный тирольский пирог. Это австрийский десерт, простой в приготовлении и очень вкусный. Существует два варианта приготовления этого пирога: на бисквитном корже и на песочном. В остальном рецептура схожа. Я сегодня буду делать тирольский пирог на песочном тесте с заварным кремом и большим количеством ягод, залитых сиропом. Сочетание текстуры и вкусов здесь невероятное. Пирог очень вкусный, давайте готовить. Сразу же делаю песочное тесто для пирога. Яйцо соединяю с сахаром. Сахара беру 50 граммов и перетираю все до однородности. Затем вливаю растопленное, но не горячее сливочное масло 100 граммов и еще раз перемешиваю. Теперь добавляю муку с разрыхлителем. 220 граммов муки и чайную ложку разрыхлителя просеиваю через сито и замешиваю тесто. Долго вымешивать не нужно, достаточно собрать все в один комочек. Вот такое тесто получается. Мягкое и очень нежное. Сейчас подготовлю форму и буду из теста делать основу для пирога. Этот пирог лучше готовить в разъемной форме. У меня форма 22 сантиметра, но подойдет и чуть больше, 24. Дно формы застилаю пергаментом, вот так. Остатки можно срезать. А бока формы смазала растительным маслом или можно присыпать их просто мукой. Теперь выкладываю тесто в форму и формирую основу для пирога. Обязательно делаю высокие бортики, чтобы вся начинка поместилась. Кондитерским шпателем можно выровнять края пирога, чтобы бортики были ровненькие. Вот такая красивая основа для пирога получилась. Теперь необходимо густо наколоть вилкой корж, чтобы в процессе выпечки он не вздувался. Накалываю вилкой и дно, и бортики коржа. Отправляю основу для пирога в духовку выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут или до готовности. Края и центр основы должны подрумяниться. Теперь этот корж необходимо остудить. Можно выставить его на балкон, если на балконе прохладно. И начинаю готовить заварной крем. В небольшой ковшик выкладываю 2 желтка, 30 граммов сахара, 2 столовые ложки муки и щепотку ванилина. Сюда я еще добавляю столовую ложку сухого молока. Это не обязательный ингредиент, но так крем получается вкуснее, с таким более насыщенным вкусом. Вливаю немного молока, чтобы это все можно было перемешать. Перемешиваю до однородности. Смотрите, если у вас тоже ковшик с антипригарным покрытием, лучше использовать пластиковые принадлежности, пластиковый венчик. Все перемешала, комочков нет. Теперь доливаю оставшееся молоко. Всего я сюда влила где-то 320-350 мл молока. И ставлю эту смесь на плиту и буду варить, пока крем не загустеет. Варю крем, постоянно помешивая, потому что при нагревании желтки могут свернуться и весь крем пойдет комочками. Поэтому заварной крем, когда мы его варим, обязательно нужно постоянно перемешивать. Желательно делать это венчиком, так крем получится гладкой, однородной консистенции. Чем больше нагревается крем, тем становится он гуще. Довожу крем до кипения, до первых пузырьков и снимаю с огня. Добавляю совсем чуть-чуть сливочного масла, у меня здесь граммов 10. И хорошенько перемешиваю крем. Сейчас он не густой, но при охлаждении он загустеет. Теперь накрываю крем пленкой в контакт, то есть пленка должна касаться крема, так крем не заветрится при охлаждении. И охлаждаю крем.
Теперь для верхнего ягодного слоя необходимо развести желатин. Здесь у меня столовая ложка с горкой желатина. Заливаю его водой. Все пропорции я напишу в описании под видео. Все хорошенько перемешиваю и оставляю минут на 10, чтобы желатин разбух. Большую часть ягод для приготовления этого пирога я использую замороженные. Предварительно ягоды разморозила и сливаю образовавшийся сок в стакан. Всего понадобится стакан жидкости 200-250 мл. Недостающий объем дополняю водой. Сюда добавляю еще 1 столовую ложку сахара и прогреваю сок до растворения сахара. Это можно сделать в микроволновке или на плите. Вместо такого сока можете взять, например, если есть стакан компота любого, либо купите в магазине пакетик фруктового или ягодного желе, разведите его согласно инструкции. Тогда отдельно желатин вам вообще не понадобится. В теплый сок выкладываю разбухший желатин и хорошенько все перемешиваю до растворения желатина. Ну а теперь можно собирать пирог. Выкладываю в песочную основу заварной крем. Крем застыл, смотрите, какой он густой получился. Хорошенько его предварительно перемешиваю и распределяю крем равномерно по основе пирога. Ну а теперь выкладываю ягоды. Здесь можно использовать любые ягоды или фрукты, свежие, замороженные или консервированные. Я взяла черную смородину, большую часть черной смородины, потому что смородина не теряет свой вкус и форму после разморозки. Также добавлю несколько ягод клубники для цвета. И еще буду добавлять свежую голубику. Распределяю ягоды по всему пирогу. Ягод понадобится много, они должны закрыть полностью весь крем. Я здесь брала 550 граммов замороженных ягод и совсем чуть-чуть свежей голубики. Сейчас зимой также можно взять консервированный ананас кубиком или персики. Тоже получится пирог вкусный. Ну а летом, конечно же, ассортимент ягод и фруктов очень большой. И можно этот пирог делать каждый раз разный. Вот так плотно заполнила пирог ягодами. И аккуратно буду вливать сок с желатином. Смотрите, тут делайте на свое усмотрение. Я заливаю сока совсем немного, чтобы он просто слегка покрыл ягоды. Остальное вылью в стакан, добавлю оставшиеся ягоды и сделаю такой отдельный десерт. Но можно влить больше сока до краев пирога, и тогда, соответственно, верхний желатиновый слой будет более высокий. Теперь нужно, чтобы застыл верхний желейный слой. Ставлю пирог в холодильник или в холодное место. У меня сейчас это балкон. На несколько часов, но лучше оставить на ночь. А когда желейный слой в пироге застынет, аккуратно достаю пирог из формы, вот так, и перекладываю на сервировочное блюдо. Тирольский пирог готов. Смотрите, какая красота получилась. Песочная основа с высокими бортиками, а внутри очень много вкусной начинки. Пирог очень просто приготовить, получается невероятно вкусно. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита. Такой тирольский пирог можно подавать как на праздник, так и просто к чаю. Получается очень вкусно. Надеюсь, понравится вам рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.